Считается, что волки гораздо сильнее собак, но за несколько тысяч лет люди вывели породы, которые могут противостоять волкам. Собственно, их и вывели с целью защиты от волков-отар овец и жилья человека. Сегодня эта потребность практически исчезла. Но собаки, которые выводились для борьбы с волками, до сих пор поражают силой и размерами. Такие породы называют волкодавами, и многие даже считают, что это название породы. Но вопреки распространенному мнению, это всего лишь собирательный образ совсем разных пород собак. Все породы, созданные для охраны человека от волков, отличаются большими размерами, силой и умом. Кроме того, они независимы и способны к принятию самостоятельных решений. В отношениях с человеком они всегда были скорее партнером и другом, чем животным в подчинении. В этом видео вы узнаете, какие породы способны бросить вызов волку и выводились именно для этого. Друзья, перед началом этого выпуска хотим вам сообщить, что у нас появился канал в Яндекс.Дзене. Огромная просьба подписаться на этот канал. Первая сотня подписчиков на новом канале будет особенно ценной для нас. Ссылочка в описании и закрепленном комментарии. Одна из таких пород – это армянский гампер, или как его еще называют, армянский волкодав. Был выведен специально для охраны пастбищ от горных волков. Гампер появился еще 2500 лет назад и до сегодняшних дней дошел без изменений. Собаки вырастают до внушительных размеров, а выносливость их считается одной из самых высоких среди четвероногих. Горцы рассказывают истории, когда один гампер выходил на перерез целой стаи волков. Гампры очень спокойные, умные и мощные животные. Их название буквально переводится с армянского языка как «мощный». Согласно данным историков, эта порода тысячи лет защищала семьи своих хозяев от других животных и людей и регулярно спасала вожаков в чрезвычайных ситуациях. Несмотря на то, что этих собак также называют угрожающим словом волкодав, гампрам не свойственно агрессивное поведение в нейтральных ситуациях. Они бережно и заботливо относятся к окружающим их людям. И именно их преданность вынуждает гампров становиться жестокими с врагами. Пиренейская горная собака – еще одна порода, которая без сомнений вступит в бой с волком и с большой долей вероятности выйдет победителем из этой схватки. В любом случае стоит понимать, что у волка и у собаки задачи разные. Волки – умные животные, и их цель поесть особо не рискуя. Поэтому они, вероятнее всего, не рискнут нападать на стадо, охраняемое такой собакой. Считается, что эта порода собак использовалась для выпаса овец и защиты скота от хищников несколько веков назад. Пиренейские горные могли дать отпор как волкам, так и медведям. И поэтому пользовались огромной популярностью среди французских королей. Кроме необычайной силы и отваги, животные показывают отличные компанейские качества. Интеллект помогает им легко запоминать любые команды при дрессировке. А верность хозяину делает пиренейских горных собак великолепными друзьями. Главное для них – видеть авторитет в своем владельце. Ирландский волкодав. В Северной Европе был свой подход к выведению породы, способной противостоять волкам, но с похожим результатом. Порода ирландский волкодав может быть вдвое крупнее немецкой овчарки и втрое тяжелее. Такая собака будет крупнее и среднего волка. Лесной хищник должен проявить изрядную смелость, чтобы бросить вызов такой собаке, охраняющей овец от хищников. Спокойные, верные и преданные собаки за многие годы стали настоящим символом Ирландии. Их история начинается в 3 веке до нашей эры. В то время кельтские племена использовали этих собак для охраны и охоты на крупных хищников. Оттуда и повелось название волкодав. В наше время специалисты не рекомендуют хозяевам обучать этих гигантов охранным и защитным навыкам. Несмотря на внушительный размер и воительную историю, ирландские волкодавы являются одними из самых добродушных и любящих питомцев на свете. Кавказская овчарка, или как еще называют эту собаку кавказский волкодав, животное для опытных и властных людей. Данная порода не подходит для начинающих собаководов. Кавказец отличается умом, сильным и волевым характером, способностью принимать самостоятельные решения, порой игнорируя требования хозяина.
Собака хорошо поддается дрессировке. Но заниматься с ней должен человек уравновешенный, сильным и твердым характером. Пес не терпит проявления агрессии, криков и рукоприкладства. Почувствовав настоящую внутреннюю силу со стороны владельца, овчарки станут самыми преданными компаньонами, готовыми разобраться с любой угрозой, возникающей перед их вожаком. Кавказец – очень преданный пес, который, не задумываясь, отдаст жизнь за своего хозяина. Кавказские овчарки – одни из немногих собак, которые при правильном обучении в состоянии выполнять свои обязанности без команд и участия человека. Собака самостоятельно контролирует доверенную ей территорию, следит за стадом и в случае опасности встает перед стадом, готовясь вступить в бой с любым зверем. В силу своего природного ума кавказские овчарки отлично умеют анализировать ситуацию, а потому в их сознании есть четкое деление на своих и чужих, помогающее в защите дома. Тибетский мастиф. О точной дате возникновения породы тибетский мастиф история умалчивает. Дошли записи, что еще до нашей эры обитатели Горного Королевства повсюду ходили в сопровождении крупных собак сурового вида, которым не страшны были пронзительные ветра, сильные морозы, палящий зной и уж тем более дикие животные. Тибетские мастифы, как никакая другая порода, знают и понимают тактику и поведение волков. Ведь доказано, что порода происходит от волка без примеси шакала, что характерно для всех горных собак группы молосов. Некоторые ученые считают породу прародителем всех представителей этой группы. Факты говорят о том, что кавказская и среднеазиатская овчарки являются прямыми потомками этой древней крови. Они унаследовали суровый характер предков и некоторые характерные черты внешности. Кангал – еще одна порода, которая может справиться с матерым серым хищником. Кангал – это очень древняя порода собак, причем настолько, что про ее происхождение даже ходят легенды. Согласно одной из них, именно такой подарок сделали османскому падишаху гости из Индии. А как мы уже говорили в этом видео, тибетский мастиф тоже оттуда родом и является предком всех волкодавов, распространившихся по миру. Подаренная собака вступила в схватку со львом и поборола его, чем завоевала уважение падишаха и заполучила популярность в Османской империи. Собаки этой породы спокойны, независимы, сильны, контролируют обстановку и хорошо защищают. Они могут быть недружелюбны к незнакомцам, но хорошо дрессированный кангал относится нейтрально к незнакомцам в присутствии хозяина. Он всегда контролирует ситуацию, чувствителен к ее изменению и отвечает на угрозы мгновенно и адекватно. Они отличные защитники как для скота, так и для людей, но не подходят для неопытных собаководов, так как независимость и ум делают их плохими учениками. Среднеазиатская овчарка, или как ее еще называют туркменский волкодав или алабай, пес, известный не только внушительными размерами, но и замечательными рабочими качествами. Это собака-охранник. Она тщательно защищает веренные ей стада домашних животных и целостность вашего дома. Азиатский волкодав – независимый и бесстрашный пес. Он всегда готов защитить свое и, не задумываясь, отдаст жизнь за хозяина. Характер у него сложный, склонный к доминированию. Кинологи далеко не всем советуют заводить данную породу. Но после соответствующего обучения получается неплохой компаньон. Дружелюбный, спокойный, уверенный в себе. Но семьям с маленькими детьми такой пес не подойдет. Аргентинский дог. Порода аргентинский дог или дога аргентина сравнительно молодая. Она появилась лишь в середине 20 века, хотя история ее началась значительно раньше. Предки аргентинского дога – несуществующие ныне бойцовские кордовые собаки, которые попали в Аргентину с испанцами, завоевателями Нового Света, еще в 16 веке. Вместе с отчаянным желанием захватить земли Нового Света, армия вооружилась и огромными свирепыми собаками, которые держали в страхе местное население из-за своего неукротимого нрава и редкой кровожадности. Стоит отметить, что в те смутные времена пользовались популярностью бойцовые ямы, в которых собаки дрались до последней капли крови. Центром этого бизнеса стал город Кордова. Желая обзавестись новыми экземплярами, которые отличались бы крайней свирепостью и выносливостью, испанцы скрестили бультерьеров и алана.
Этот союз и породил кордовую бойцовую собаку, которая в дальнейшем стала легендой кровожадных побоищ, поскольку в большинстве случаев зубами вырывала победу у соперника. Эти собаки нередко ради зрелищ стравливались с другими животными – волками, пумами и даже медведями, и часто выходили победителями из этих противостояний. Из-за такого прошлого предков породы аргентинские доги сегодня носят славу опасных собак. Но, как уверяют многие опытные заводчики по всему миру, правильно воспитанный аргентинский дог – это умнейшая порода, превращающаяся в своей семье в милое и любящее всех домочадцев существо. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Ваша поддержка в виде лайков очень важна для нас, так что самое время нажать эту кнопку. Также пишите в комментариях, какая порода у вас, какие породы нравятся больше всего и о каких породах вы хотите увидеть новые выпуски. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. И взгляните, что мы еще подготовили для вас.